Вебстерский университет. Это частный университет, основанный в 1915 году в городе Сент-Луис, штат Миссури. На данный момент насчитывается более 10 кампусов по всему миру, в том числе и в Узбекистане. Сегодня об этом кампусе мы поговорим более подробнее, поэтому не переключайтесь, берите попкорн, еду и наслаждайтесь этим выпуском. Погнали! Who are your main competitors here in Uzbekistan? Do you have competitors? Do you feel competition? Yeah, well, the British are here. Мы находимся в американском университете Вебстера в городе Ташкент. Тут нужно будет подчеркнуть ключевое Ташкент, так как именно здесь могут повесить огромную золотую люстру на высоком потолке, окруженной большими белыми колоннами, которые стоят на абсолютно мраморном полу. И как бы это иронично ни звучало, но это все находится в американском кампусе. Патриотично. Но, как говорит сама Малика... О вкусах не спорят. И я с ней абсолютно согласен. Кстати говоря, немного о Малике. Малика является сотрудником Вебстерского университета и возглавляет маркетинговый отдел уже на протяжении всего существования Вебстерского университета. Да-да, университет относительно новый, ему всего лишь год, поэтому пожелаем ему удачи. Какой процесс поступления в Вебстерский университет? Ну, Процесс поступления. Вы заходите онлайн. Так, стоп. Давайте для полноты картины добавим музыкальную композицию на фон. Да, круто. Поехали дальше. www.webster.edu/apply. Заполняйте онлайн-анкету, заполняйте, там будет пробел, где нужно закинуть сочинение на любую тему. Сочинение? Да, это эссей. Сочинение, это может быть мотивационное письмо, конечно же, но в принципе вы можете написать на такую тему, которая интересует вас. Если вы То есть нет такого, да? То есть вот эта тема, вы должны написать на эту тему эссе? Да. Если у вас интерес насчет истории какой-то, если вы абсолютно топите за природу, если вы любите машины разбирать, собирать, вы пишете о том, что вас интересует. Мы хотим услышать индивидуальный голос. Хорошо. Хотим понять, почему вы хороший кандидат. Интересный того, процесс чтобы у нас отбора на учиться. самом деле. А что-то нужно, какие-то вступительные, не знаю, там, какие предметы сдавать, я не знаю, или просто эссе? Вступительных предметов не нужно сдавать. Мы обязательно требуем IELTS, TOEFL, либо эквивалент, либо можете сдать наш внутренний тест, который называется Michigan English Placement Test. Он сдается у нас на кампусе, 2 раза в месяц можете прийти и сдать его. Спасибо. Кроме английского мы требуем диплом и аттестат, то есть мы хотим видеть ваши оценки, как вы учились в школе, потому что мы считаем, что как вы старались в школе, это должно учитываться при приеме. А эта система, как сказать, отбора студентов, она, как вы думаете, останется или через, скажем, 1,5 года, когда вы наполовину заполните, больше половины заполните кампус, вы уже поменяете систему как бы вступительных экзаменов? Надо сказать, что у нас уже учатся 600 студентов, а возможность у нас заполнить кампус 1000, так что мы уже на более чем половину заполнили кампус. Эта система приема не поменяется. Ну что, друзья, мы движемся дальше. Я думаю, что все очень понятно, все очень просто. Вы сдаете IELTS на 6 как минимум, пишете эссе, и вы студент бакалавриата. Вот, а сколько же стоит учиться в Вебстере? Стоимость обучения, достаточно нормальная. Цена составляет $3200 в год. Вот, нужно учесть то, что Вебстерский университет достаточно относительно новый университет, вот, поэтому каких-то бюджетных мест не предполагается, хотя это вопрос времени, возможно, в скором времени они откроют бюджетные места. А сейчас давайте посмотрим, как проходят семинары в Вебстерском университете и как оборудованы классы. Поехали! Somebody there. Hi Vince, do you mind if I interrupt for 5 minutes? Hey, how are you doing? So this young man is called Pavel Kim. He's a vlogger. Hello. Hey, hi. He's doing a small video, or big video, about Webster. This Small is big video, Vince- medium small big video. This is Medium Vince one. Eisner, Good to meet Nice to you. meet you. and Yeah. he's a professor of photography and film Oh, really? with us. And he Cool. just started in January. Yes. You have theory now, right? Yes. Alright, Yes. good. I'm now a Uzbek, but not a citizen. Can I pay for the courses and I actually, study here in this particular course? Because we don't have it at Westminster, We don't have this media classes, so. Just enroll completely, leave it, transfer, come to Yeah, sure. Sure. I will do Yeah. that. Cool. I like it.
Hey man, how are we doing? Can you tell us a little bit about what this class is? Yeah. Yes. The purpose of social media, and who should I address? Just in general? In general, yeah. Okay. I can say here. The purpose of media literacy is to do just that, is to become literate about media, which means to become smart about what we watch, what we hear, what we take in through media. And of course, and as you know, that's what we study week to week. We study how to listen for fake news. We study how to understand what's being said, who's benefiting from the message, and who is being hurt possibly by a message. Media literacy is just being smart and asking questions, understanding the layers behind the message, right? Anybody want to add to that? What's the most valuable thing you learned with Vince so far, maybe? What love is. What love is. What life is. I think Alright. it's just that is being able to analyze better and to take a critical look at everything that we're being exposed to better understand how it influences us even subliminally. Yeah, Tommy said for all of us. We agree. Not everything on the internet is true. Like, yeah, so media literacy teaches us how to find the truth. Define the truth. I'm so glad that we erased cool cats from. But this one is absolute true, right? I mean, I'm here, I'm real, you are real, and yeah, cool. Thank you, guys. Yeah, but this camera is not real, right? It's small one. Muляж. He's pretending to be a vlogger. One Alright. of the things that we talked about earlier. Вот я ощутил американскую атмосферу на самом деле сейчас. Эти парты, вот эти вот с одной вот подставкой. Да. Вообще классно, четко. Ну, это, конечно, эстетика, но, наверное, это важная Нет, это очень важная важно, на самом возможность деле. сделать так, чтобы атмосфера в классе была более свободной, чтобы студенты чувствовали, что они могут что-то сказать, какой-то комментарий дать, чтобы они могли свободно отвечать, не вставать с партика. Что же социальной жизни здесь? Социальная жизнь, ну, например, студенты очень многие, конечно же, как бы у нас нет вот этой американской культуры, что можно к себе домой просто позвать Ага. и потусоваться дома, например, или хаус-парти устроить. Не, я Ну, имею по в крайней виду мере, в я не кампусе. знаю. Но из-за этого кампус для них стал местом, где они не только учатся, но еще и общаются вместе. Ага. Очень часто по субботам, по воскресеньям мы можем встретить здесь студентов, которые какие-то свои проекты разрабатывают или просто общаются. Несколько из наших студентов говорят, ну как я буду как бы на кампусе сидеть и заниматься, когда здесь вот все мои друзья, они все типа отвлекают, невозможно заниматься. Ну, то есть достаточно сплоченные группы сформировались уже, и они много чего интересного делают вместе именно на кампусе. Очень хорошая атмосфера царит в Вебстерском университете. Вообще очень добрый университет. А эти милые стульчики в классах с подлокотниками. Ну, просто супер. Конечно, нужно понимать, что за этим всем стоит годы упорной работы преподавателей, администрации, в частности, ректора. Кстати говоря, о ректоре. Ректора зовут Джон Грэнджер с префиксом доктор, так как он защитил докторскую, и как бы это логично. Вот. Приехал доктор Джон Грэнджер из Австралии и на данный момент является руководителем, так сказать, Вебстерского университета. Я взял у него небольшое интервью. Давайте послушаем, что он говорит в целом о Вебстере и как он сравнивает Вебстерский университет с Вестминстером. Well, I have just one question. Why students should choose Webster, and why should students go for Webster? How different Webster is? These are actually two questions. We're the first and only genuine American university in Central Asia. That's right. Not only in Uzbekistan. We're the first here, and we're the greatest. I mean, students love being here. Number one, we treat them like real people. That's right. We Yeah, I don't like look your at- attitude. We don't look at Yeah. numbers, we don't look at uniforms. We like to look at the students themselves and help them. I mean, this is a new environment for them. They've got a lot of freedom, but they are really behaving within those parameters. All right. You know, I haven't had to tell one person off about clothing. You know, Okay. they don't come with torn jeans or whatever. They're always well dressed, polite. And when we get visitors from the States, they come in and they look at the students and
stop in the corridors and chat to them, and the students are very open, and they can't believe it. They say, you know, are these real kids or they're robots walking around? Very nice robots. All right. They're great kids. So you value more like personal skills, right? Yeah, Rather than I like to think it's soft skills. At this stage, I can remain a family university, you know, where everybody knows everybody and everybody knows who to trust and how to work and how to help the students, because it's a difficult time of their lives. All right. Yeah. We recognise that they've got driving licenses to worry about, they've got relationships to worry about, they've got to think about their history, their past, and their future. All right. And Okay, I that's got what you. Who are your main competitors here in Uzbekistan? Do you have competitors? Do you feel competition? Yeah, well, the British are here. All right. And have been for a while. The British are coming. We're the red caps. Yeah. Because I studied at Westminster, so I just want to know your opinion about this university. Westminster is a great university. It's a British university, so they do things differently. You are comparing foundation program, which is quite limited, and then you're looking at the American system and a freshman year, Yes. where you get a little bit of everything. Yeah. I Like worked first in- year foundation, 1 year they get another system. I worked with the British University for 5 years, and there's a noticeable difference in the first year. We give them philosophy, we give them photography, we give them, you name it, even psychology, how to Alright. settle into a university. And that's not something they get. Yeah. Because most of the students, they confuse Westminster and Webster, not just because it starts with the letter W, Yeah. but because they think that this is like the same university, they have the same system. So, but it's absolutely different, It's right? absolutely different. Okay. I mean, they are well established. They've got a beautiful building, which we don't. Well, we've got a beautiful building, but we are. Yeah, it is actually. They've got 4,000. Let's slip at the time. 4,000 students, and we've just started off, and we've got 400 and doubling next All right. year. Okay. Okay, good. Что ж, мои первые впечатления о Вебстерском университете. Хочу сказать сразу, что университет располагает. Очень дружеская атмосфера, в силу того, что университет достаточно небольшой. Учится здесь всего 600 студентов, но нужно учесть то, что этому университету еще год, поэтому у него все еще впереди. Вместимость этого университета составляет где-то 1000 студентов, поэтому у вас, ребята, кто поступает в этом году, есть шанс попасть в этот топовый университет. Я не буду называть его топовым, просто потому что, я еще не могу это назвать. Я не могу сказать, что это топовый университет. Это нормальный университет, в котором можно учиться и получать новые знания. Вот. Второе. Состав. Как вы уже заметили, в университете преподают 14, по-моему, зарубежных преподавателей. Когда я говорю зарубежных, я не имею в виду Пакистана, Индию и, я не знаю, там, Казахстана, скажем. Вот, я имею в виду реальных американцев, которые получили степень PhD. Вот, и здесь практически, по-моему, весь состав это PhD, в общем, докторская у них есть. Они защищали докторскую, в общем, они профессоры, с ними очень интересно говорить, они много чего знают, очень интересные личности, поэтому ради только этого можно поступать в Вебстерский университет. По поводу поступления, Малика вам уже все рассказала, в принципе, как поступать, что вам нужно, но я пройдусь вкратце. Все, что вам нужно, это зарегистрироваться на сайте webster.us, если не ошибаюсь, там есть admission. Вот, вы регистрируетесь, подаете, пишете эссе на свободную тему, я не знаю, сколько слов, вы можете посмотреть там, пройдя по ссылке, я оставлю ссылку, вот, и сдать IELTS. IELTS или TOEFL. Минимальный балл по IELTS 6.0, то есть это минимальный балл, если вы получаете выше, вы молодцы, и вы смело можете подавать документы сюда. Что касается студентов, которые приезжают сюда из областей, из других городов нашей необъятной, можно так сказать, страны, то пока университет не предоставляет какого-либо жилья. То есть все студенты, которые приехали сюда из других городов, они живут пока в съемных квартирах.
Вот, но университет также задумывается о построении своего личного кампуса, где люди смогут жить вот, примерно на 100 человек пока, на первое время. Но этот вопрос еще обговаривается. Что ж, вот, по поводу сравнения Вестминстера и Вебстера, да, как мы уже упомянули, единственное, что их объединяет, это буква W, с которой, в принципе, начинается название этих университетов. Вот, и все, больше ничего. Образование совершенно другое, кампус, как вы видели, выглядит совершенно по-другому, кабинеты в классах тоже другие, да и люди другие, в принципе. Вот, здесь все-таки больше American approach, здесь больше американская культура, здесь больше, я не знаю, здесь какая-то дружеская атмосфера. Что касается Вестминстерского университета, это гигант, на самом деле, если сравнивать его с узбекскими университетами, это действительно гигант. Вот, ему уже 18 лет, больше 5000 студентов, по-моему, уже учатся в университете Вестминстер. Есть много крутых facilities, есть отдельно, так сказать, dormitories, общежития, где живут студенты, которые приехали из других городов. И образовательная система совершенно она другая. По факультетам, значит, здесь 4 факультета: бизнес, экономика и... Нет, не и. Media Communication и английский. То есть академический английский язык. Это тоже как направление отдельное. Из этого всего списка мне понравилась медиакоммуникация, потому что в эту медиа входит много всего. Здесь есть и курсы по кинематографии, курсы по кинематографии, я напишу здесь. Еще одно, я нечаянно так получилось, выпросил футболку Вебстерского университета. Я хотел внести свою контрибуцию в этот университет, купив футболку, но мне ее дали бесплатно, за что огромное спасибо. Мэгги, это получается second deputy rector, она идет после ректора. Вот. И, кстати говоря, еще один момент, то что все-таки чувствуется вот эта вот американская культура, когда есть approach, понимаете, когда есть подход к каждому студенту, каждому гостю, неважно откуда ты пришел, они тебя всегда встретят, всегда покажут, расскажут. Мне это очень понравилось, вот, и, в общем, да, здесь люди просто великолепные. Я не знаю, что будет потом, через 2, 3, 4 года. Это всегда, знаете, начинается все хорошо, а потом продолжается печально, но я надеюсь, что Вебстерский университет продолжит в том же духе. Схема 50 на 50 будет еще актуальна, то есть 50 учителей иностранцев, 50 учителей локальных учителей. Это, мне кажется, очень хорошая система под образование именно. И что еще?